Я хотел бы сказать несколько слов об итогах российского председательства в БРИКС. Как вы знаете, Россия успешно завершила председательство в этом объединении. Она председательствовала с апреля 2015 по февраль 2016 года. Мы предложили нашим партнерам большое число новых инициатив, предложений по расширению сотрудничества в формате БРИКС. Большинство из них были восприняты и с пониманием, и с интересом, а большая часть была даже реализована и активно реализуется. В результате, благодаря слаженным усилиям стран, которые входят в этот формат, я напомню, это Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, укрепилось стратегическое партнерство в рамках объединения. Также усовершенствована разветвленная система механизмов сотрудничества. Вопреки, к сожалению, регулярно продвигающимся, в первую очередь на Западе, сообщениям, информации о том, что БРИКС, так сказать, уже не тот, что динамика его развития утрачена. Также вот мы читали о том, что объединение не востребовано. На самом деле БРИКС доказал свою и востребованность, и работоспособность. Его участники, собственно говоря, это показала сама жизнь, ценят этот формат не только в хорошие времена, но и в такие непростые, серьезные моменты для международных отношений, которые требуют объединения усилий и сопряжения потенциалов стран единомышленников. Собственно говоря, это очень важное достижение российского председательства. И по его итогам мы подготовили и выпустили доклад, в котором систематизировали сведения о состоявшихся мероприятиях, также принятых решениях и одобренных документов. В этом же докладе приведена информация о всем спектре направлений взаимодействия в рамках БРИКС, тех форматах сотрудничества, которые предстоит и дальше развивать. Я хотел бы кратко отметить основные положения доклада. За время работы российского председательства в БРИКС существенно продвинулось финансово-экономическое сотрудничество. В этой пятерке созданы новый банк развития и пул условных валютных резервов БРИКС. Мы рассчитываем, что уже в этом году банк профинансирует свой первый проект. Возможно, даже это станет этим проектом станет сфера зеленой, так называемой зеленой энергетики или энергоэффективности. На саммите в Уфе одобрена стратегия экономического партнерства БРИКС, поддержана российская идея подготовки дорожной карты торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества на период до 2020 года. Запущено взаимодействие на таких новых направлениях взаимодействия и сотрудничества, как миграция, энергетика, регулирование промышленной безопасности, окружающая среда, борьба с инфекционными заболеваниями. Всего за 10,5 месяцев российского председательства состоялось более 100 мероприятий, из них более 2,5 десятков на уровне министров и глав профильных ведомств. Ну, нужно сказать, что, конечно, БРИКС – это не только экономика. Также страны этого формата объединены общей политической и общими политическими и стратегическими интересами в таких областях и по таким направлениям, как поддержание международной стабильности и безопасности, приверженность принципам и нормам международного права. Мы выступаем за укрепление центральной роли Организации Объединенных Наций, солидарны в том, что безопасность должна быть неделимой, считаем недопустимыми попытки применения двойных стандартов и односторонних санкций, и тем более использования военной силы для решения международных проблем, вмешательства во внутренние дела государств, давление одних стран на другие. Наше объединение уделяет большое внимание задачам совместного противодействия глобальным вызовам и угрозам. Исходим из того, что эффективно бороться с террористической угрозой, о чем мы неоднократно говорили и повторяем говорить, и будем говорить дальше. Так вот, эффективно бороться с террористической угрозой можно только опираясь на принципы и нормы международного права, объединив усилия всего мирового сообщества. Такого же подхода требует борьба с транснациональной оргпреступностью, наркотрафиком, коррупцией, собственно говоря, всеми теми явлениями, которые, в общем-то, плечом к плечу идут с международным терроризмом.
также обеспечение международной информационной безопасности, поиск решений других проблем и кризисов, включая проблему беженцев.